Вот современный мир продал тебе одну очень, знаешь, опасную ложь. Тебе внушили, что для успеха ты должен быть постоянно на виду. Тебе говорят, вот нетворкинг решает все. Тебе кричат там из каждого утюга, что ты должен транслировать каждый свой шаг, рассказывать о своих планах, быть на связи 24/7, посещать там бесконечные встречи, тусовки. Вот правило современной матрицы гласит, если ты отсутствуешь в информационном поле, значит ты не существуешь. Но давай посмотрим на реальную архитектуру власти и больших денег. Вот посмотри на людей, которые действительно управляют индустриями. Они не кричат о своих планах, они не пытаются понравиться толпе. Они просто появляются из ниоткуда с готовым, сокрушительным результатом, забирают рынок и снова уходят в тень. Потому что вся великая инженерия от создания многомиллионного бизнеса до просто фундаментальной трансформации твоей собственной личности происходит исключительно в одном состоянии. В состоянии абсолютной глухой тишины. Давай сегодня вскроем закон этой тишины. Я попытаюсь показать тебе механизмы, через которые социум ворует наш потенциал, превращая нашу энергию просто в простой и пустой шум. И дам тебе несколько ключей для создания своей личной капсулы тишины, пространства, где куются настоящие прорывы. Как всегда, в самом финале я назову тебе один индикатор. Это конкретный психологический маркер. Когда ты обнаруживаешь его в себе, ты поймешь, что твоя тишина сработала, и ты готов выйти к людям не как проситель, а как абсолютный победитель. Вот давай разберем, почему постоянный контакт с социумом разрушает наши шансы на прорыв. Как именно шум крадет просто наши деньги и наше время. Когда ты задумываешь какой-нибудь масштабный проект, ты начинаешь рассказывать о нем друзьям, коллегам или писать об этом в социальных сетях. Происходит, знаешь, страшная биохимическая подмена. Твой мозг получает, как я уже говорил, порцию дофамина, гормона удовольствия и достижения. Да, люди хвалят тебя за твою амбициозность. Ты получаешь социальное одобрение просто авансом. И в тот самый момент твоя личная мотивация сгорает. Почему? Потому что мозг считает, что цель уже достигнута. Ведь награда получена в лице одобрения толпы. Вместо того, чтобы пахать в тишине, ты превращаешься в рассказчика о своих великих планах, которые просто могут никогда не сбыться. Вот в социологии есть жесткий закон. Ты – это среднее тех 5 человек, с которыми ты проводишь больше всего времени. Когда ты постоянно находишься в толпе, ты неизбежно синхронизируешься с ее ритмом. А знаешь, ритм толпы – это всегда ритм какой-то тревоги, суеты и какой-то посредственности. Толпа не генерирует гениальных решений. Толпа просто генерирует панику и потребление. Находясь в постоянной связи с социумом, ты просто сам заражаешься чужими страхами. Твой чистый авторский фокус, он исчезает. Он растворяется в этом коллективном неврозе. Люди обожают имитировать деятельность. Встреча ради встреч, чаты, бесконечные созвоны, обсуждение новостей. Это дает, знаешь, постоянную иллюзию занятости. Но разговоры о бизнесе – это не бизнес. Разговоры о развитии – это тоже не развитие. Настоящая работа всегда, она скучна, монотонна и требует одиночества. Когда ты тратишь 3 часа на то, чтобы обсудить идею с 5 разными людьми, ты не продвигаешься вперед. Ты просто разрушаешь свой рабочий день социальным трением. В новой экономике главным ресурсом стали не нефть и не золото. Твое внимание – это самая дорогая валюта. Корпорации тратят миллиарды, чтобы украсть у тебя хотя бы секунду фокуса через уведомления, через рекламу, новости, сообщения. Каждый раз, когда ты отвлекаешься на внешний шум, твоя способность к глубокой аналитической работе, она обнуляется. Чтобы вернуться в это состояние после одного короткого просмотра видео или же рекламного объявления, твоему мозгу потребуется много минут на восстановление. Ты не можешь создать монополию в своем бизнесе или выстроить мощный капитал, если твой мозг работает в режиме постоянного, знаешь, как прерываемая гирлянда. Страх пропустить жизнь. Это главный крючок, на котором система держит тебя в напряжении. Страх упущенной выгоды. Если тебе кажется, что если ты закроешься в комнате на месяц и отключишь свой телефон, то мир просто уйдет далеко вперед.
Ты пропустишь важные тренды, важные знакомства, там, важные какие-то события. Но правда в том, что 99% информации и информационного потока – это чистый мусор. Пока ты боишься пропустить чужую жизнь, твоя собственная, она просто уходит. Чтобы понять, как работает тишина, вот посмотри на законы физики, посмотри вот на то, как вот устроена скороварка на кухне. Если ты хочешь приготовить что-то быстро и сделать это мягким, тебе нужно закрыть крышку и заблокировать там выход пара. Почему? Потому что внутри создастся колоссальное давление. Там в воде некуда будет выкипать, энергии некуда будет деться, кроме как направляться внутрь этого продукта, на трансформацию его. Твоя психика работает точно так же. Когда ты отрезаешь себя от внешнего мира, от чужих мнений, там, от одобрения, твоей ментальной энергии уже будет некуда уходить. Она начинает накапливаться. Уровень внутреннего твоего давления растет. Да, в первые дни тишины это давление, да, сводит с ума. Тебе хочется там схватить телефон, кому-то позвонить, проверить новости какие-нибудь. Твоя психика бьется просто о закрытую крышку этой скороварки. Но если ты выдерживаешь эту ломку, происходит чудо. Давление направляется на трансформацию твоей жизни. Ты вдруг начинаешь видеть решения, которые были скрыты за этим социальным шумом. Ты начинаешь работать с такой скоростью и продуктивностью, которая недоступна человеку, который находится в толпе. В тишине нет никого, кто бы тебя пожалел. Нет никого, кто бы сказал тебе, что ты молодец. Ты остаешься один на один со своей тишиной. И именно эта встреча с самим собой рождает ту самую ярость и концентрацию, которая пробивает любые стеклянные потолки. Потому что свет рождается во тьме, а реальная власть рождается в тишине. Вот как правильно использовать этот инструмент? Как уйти в тень, чтобы выйти оттуда победителем? Вот тебе 5 ключей для создания твоей личной капсулы фокуса. Первое. Назовем его режим монаха. Тебе не нужно уходить в лес навсегда. Вот тишина и изоляция – это тактический инструмент. Вот веди свою жизнь в сезоны жесткого фокуса. Вот, например, 3 месяца в году ты находишься в режиме монаха. Никаких тусовок, никаких пустых встреч. Вот минимальное потребление контента. Ты работаешь, спишь, тренируешься. Твой фокус сужается до одной единственной цели. За эти 90 дней тишины ты создашь больше капитала и результатов, чем за 3 года расфокусированной жизни. Второе. Перестань быть удобным для всех. Человек, которому можно дозвониться или дописаться в любую секунду, не имеет ценности и не имеет власти над своим временем. Выдели жесткие окна для коммуникаций. Отключи все уведомления на телефоне. Вот пусть люди привыкнут к тому, что твое внимание стоит дорого. Когда ты перестаешь мгновенно реагировать на внешние раздражители, иллюзия чужого контроля над тобой, она просто разрушается. Ты возвращаешь себе право на тишину. Третье. Вот с этого дня введи абсолютный запрет на обсуждение своих целей до момента их реализации. Вот хочешь запустить новый проект – молчи. Решил сменить профессию – тоже молчи. Купил какие-нибудь активы – молчи. Твоя энергия больше не должна теряться в словах. Позволь своим результатам говорить за тебя, когда ты презентуешь миру готовый, вот непобедимый факт, а вот не сырую идею. Никто не сможет сбить тебя с пути своими сомнениями. Четвертое. Это детокс от чужого авторитета. Вот в период тишины ты должен отрезать себя не только от друзей, но и от менторов, там, гуру, учителей, лидеров какого-то мнения. Пока ты постоянно слушаешь чужие подкасты и читаешь там чужие книги, ты мыслишь чужими шаблонами. На время создания своего продукта откажись от потребления информации в этой нише. В тишине рождается оригинальность. Твой уникальный почерк проявится только тогда, когда чужие голоса перестанут звучать в твоей голове. Пятое. Практика зеркала. Будь готов к тому, что в тишине ты встретишься со своими внутренними демонами. Когда внешний шум утихает, все твои подавленные страхи, комплексы и неуверенность выходят на поверхность. Не убегай от них обратно в толпу. Сядь и просто смотри. Это твоя теневая сторона. Прожить ее в тишине, не пытаясь заглушить вот, сериалами какими-нибудь или алкоголем. Это и есть истинная работа над собой.
Вот тот, кто способен выдерживать тотальную тишину наедине с самим собой, становится абсолютно неуязвимым для внешнего мира. Вот в самом начале я обещал назвать тебе индикатор тишины. Вот тот самый знак, который скажет, что твоя изоляция сработала, давление в сковородке достигло максимума, и ты уже готов. Этот маркер звучит так. У тебя исчезло физическое желание кому-либо что-либо доказывать. Пока тебе хочется кричать о своем успехе, пока тебе важно, чтобы в тебя поверили, пока ты мысленно споришь со своими критиками, твоя работа не закончена, твоя форма еще не готовая, она сырая. Но когда ты смотришь на свой результат, свой счет в банке, свой новый бизнес, свое новое тело, и внутри тебя абсолютный холодный штиль, когда тебе настолько очевидна твоя победа, что чужое мнение не вызывает в тебе ни единой эмоции, вот тогда ты открываешь дверь. Твоя тишина стала оглушительной. Друзья, сегодня мы научились закрывать двери и отсекать лишний шум. Но когда ты остаешься один на один с собой, ты можешь обнаружить еще одну странную вещь. Ты можешь посмотреть на свою работу, на свою жизнь и вдруг понять, это все не мое. Давайте в следующем видео мы разберем самый пугающий кризис современности. Ощущение чужой жизни. Почему мы не на своем месте? Давай вскроем механику того, как мы незаметно подменяем свои истинные желания под чужими ожиданиями и дадим код доступа к возвращению на свою настоящую траекторию. А теперь сделайте следующее. Напишите в комментариях, как часто социальный шум, вот чужие советы, соцсети, тусовки сбивал вас с правильного пути. Вот был ли у вас опыт, когда вы достигали максимума, именно просто закрывшись от всех? Оставьте свой честный ответ. Потому что инженерия смысла это здесь. Подписывайтесь на канал, оставайтесь со мной. Вместе мы вытянем любую ситуацию. А теперь улыбнитесь. Жизнь любит тех, кто не сдается. Жду вас в следующем видео. До встречи.